Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот, зачитаю последнюю сводку новостей, покажу карту боевых действий, где происходят основные события. Оккупанты опасаются новых прорывов в ВСУ. Войска с Южного фронта бросят под Бахмут. Но если верить информации, здесь была 20-тысячная группировка на правом берегу Днепра. Сейчас ее будут перебрасывать сюда под Бахмут. Путину надо каких-то побед. Побед нет. И они эту группировку еще бросают на штурм Бахмута. Здесь как раз есть рядом Солидар. В общем, еще положит 20 тысяч. Так что каждый день гибнет со стороны РФ где-то от 500 до 900 человек. Такая информация. После бегства оккупационных российских войск с правого берега Днепра захватчики строят новые траншейные системы. Так, у админграницы оккупированным Крымом, а также у реки Северодонец, между Донецкой и Луганской областями. Так, об этом говорится в ежедневной сводке новостей. Так, как выразились в Британии, враг продолжает уделять приоритетное внимание переоснащению и организации подготовки обороны. Так, и сейчас вот там уже строят в районе 60 километров от нынешней линии фронта, готовятся, как сказать, останавливать крупные прорывы украинских войск. Сейчас попробую на карте показать. В общем, вот по этой линии будет оборона строиться где-то, ну вот от Херсона где-то 45, где-то 50 километров. В общем, чтобы не дать допустения, как сказать, не дать ВСУ, чтобы они приблизились к территории Крыма и не вошли туда. Это будет вообще полный позор. Еще здесь они строят оборону в районе Токмака и Михайловки. Вот здесь, если карту придвинуть, им тоже важно не потерять вот этот важный город Мелитополь. Это тут, как сказать, очень важный. Тут, видите, дороги, трассы проходят через Мелитополь. И этот важный центр, как бы, если потеряют они тоже здесь, нереально будет, как сказать, для армии РФ потерять этот Мелитополь. Так, ну и вот последняя информация. Так, отмечено, что будут сейчас в скором бои разворачиваться вокруг Запорожско-Мелитопольского направления, как я вам говорил. Российское военное руководство это понимает, поэтому пытается укрепить позиции 58-й общевойсковой армии за счет мобилизованных россиян. Вообще мобиков бросит сюда на убой в район Мелитополя. Вот тут Токмак, Михайловка будет загранотряд, ну как сказать, оборону, рыть окопы и держать оборону в этом направлении. Но это уже печальные традиции, как сказать, на важнейшее направление перебрасывать еще не обстрелянных бойцов. Их задачей будет удержание Токмака, я говорил вам, как важнейшего железнодорожного узла, обеспечение российской армии на всем южном направлении. Это треугольник Пологи, Верхний Токмак, Камыш, Заря, ключевой центр логистики, тяжелой военной техники для оккупантов. Но тяжело будет удержать, потому что сейчас вот пишут, применяет РСЗО Хаймарс и САУ М109. Я там покажу вам потом, там нереально, Хаймерсы там все, всю технику, начиная от этих грузовиков, танков, все превращают прямо как решето. Такой ролик там не особенно, я вам ссылку дам, вы сами посмотрите, как это все выглядит. Войск РФ на левом берегу Днепра обнаружены узкие места, делающие их уязвимыми для ВСУ. Сейчас уже да, теперь уже ВСУ ищет уязвимые места, чтобы десант как бы высадился и укрепился на левом берегу. И вот последняя информация, сейчас что здесь нашли. Украинская армия может повторить молниеносное контрнаступление. Так, и теперь вот сейчас в Херсонской зоне ВСУ ищет частично уязвимые места для украинского контрнаступления. Так, через восточную часть Херсонской области проходят несколько крупных наземных коммуникаций. Это самые важные, вот, где можно будет высадить десант. Это маршрут Новая Каховка, Армянск, южный восточный маршрут Каховка, Гениск. Сейчас эти Каховки покажу. Так.
Вот новая Каховка, вот Каховка. В общем, по идее, если верить информации, то здесь будет пытаться уже высаживаться, десантировать, чтобы как бы укрепиться на этом левом берегу Днепра. Такая информация. Трасса М14, идущая на восток в Мелитополь, а также Бердянск-Мариуполь. Да, трасса, так, вот она, в Мелитополь, вот отсюда как раз идет. Так, сейчас подвину карту. Вот эта трасса М14, если судя здесь по этой карте, сейчас покажу. Вот она, М14 от Новой Каховки, вот отсюда идет Мелитополь. Важная трасса, и ВСУ обязательно должно бы здесь вот эту зону захватить, чтобы потом по этой трассе можно было идти в наступление на Мелитополь. Так. Эксперт заявляет, россияне на левом берегу Днепра истощены и хотят убежать домой. Я верю, что очень тяжело там российским мобикам, неподготовленным, бросили на убой, вооружения нет, одни автоматы, продовольствие толком не подвозят, воды тоже дефицит, холодно, сейчас уже скоро мороз будет. И вот что здесь пишут. Оккупанты прямым текстом спрашивают у местных, когда уже придут ВСУ. Сами российские войска уже спрашивают, быстрее бы уже ВСУ пришли и они убежали отсюда. Российские оккупанты на левом берегу Днепра истощены, имеют низкое моральное состояние. Понимаете, когда низкое моральное состояние, не выиграешь эту войну. Если люди не хотят воевать, погибать, это ясно, что проиграют по-любому. Недавно я общался с своими знакомыми, которые находятся на оккупированной территории левого берега Днепра. Они отмечают, что моральное состояние российских оккупационных войск на этой территории очень низкое. Они не хотят воевать и боятся нашей армии. Они прямым текстом спрашивают местных, когда же ВСУ придут на эту территорию, они хотят убежать домой, добавил Данилов. Да, но Путин не отказывается разрушать Украину, он не хочет верить в поражение собственной армии. Поэтому прогноз западных аналитиков о том, что Путин дальше верит в победу над Украиной, ну это без шансов, конечно, ничего не изменилось. Россия будет продолжать атаковать Украину до последнего россиянина. Так, ну и вот дальше поехали. Мы сбегаем, военный из РФ снял эпическое видео жеста доброй воли на Херсонщине. Они прямо говорят, мы убегаем, мы сбегаем, вот. Оккупант говорит о стремительном наступлении 8 тысяч украинцев. Один из военных, которые перегруппировались в Херсонской области, снял эпическое видео с момента бегства захватчиков. Он пожаловался, что оккупантов на их позиции осталось слишком мало. Ну да, они уже перебросили их в район Бахмута туда, там, в Северодонецк, Лисичанск. Почему-то Путин решил, что ему, сейчас я эту карту покажу, важнее здесь хотя бы что-то оккупировать, понимаете? Они даже этот Херсон бросили, сдали, как бы сказать. Теперь они бросают эти свои вооруженные силы, Кременная, Рубежная, вот тут Лисичанск, здесь укрепляет оборону Сватово, Бахмут, вот, Авдеевка, здесь идут боевики сине-красным по всей линии. Им важнее почему-то здесь хоть что-то Донецкую область отжать, часть территории. А про этот Херсон, как бы сказать, им уже, смотрю, от слова насрать. Вообще, этот Херсон как-то... Путин даже ни слова не сказал про потери Херсона. Всех это удивило. А вот оккупант говорит, да, мы убегаем. Потому что сейчас сюда подойдут 8 тысяч ВСУ, говорит, и нас тут уничтожат. Один из военных, да, говорит, снял, говорит, что вот надо жест доброй воли. Он матом говорит, типа надо, дамы, господа, мы уезжаем, потому что нас тут ни хера не осталось. 8 тысяч украинцев идут на нас, немножечко отходим. Тут видео есть, там я могу ролик сбросить, посмотрите. Так, и вот Словакия поставляет в Украину еще эти САУ Зузана, вот, флаг Словакии, и вот это как Зузана выглядит. Рад подтвердить, что 7-я гаубица Зузана-2 была доставлена в ВСУ и готова защищать невинные жизни. Так, и вот это такие гаубицы дальнобойные. Сейчас скажу характеристики. Видите, самоходная, здесь на колесах можно ее, как сказать, туда-сюда и перемещать и обстреливать российские оккупационные войска. Самоходные гаубицы Зузана-2 производятся 1998 года. Имеет натовский калибр 155 мм, способный бить на расстоянии 40 км. У них высокий уровень мобильности, поскольку установлено шасси Татра 8х8. Максимальная скорость этих САУ 80 км в час. Представляете, это как легковой автомобиль, это Зузана может передвигаться. И пушка мощная, да, 40 км.
Так, и вот что еще. Потери сейчас армии РФ уменьшились. 350. Даже вот пишет, темп упал. За минувшие сутки оккупанты не досчитались типа 350. Ну, уже отошли, они как бы поняли, что уже там пушечное мясо в день было по 700, 800, даже 950. Сейчас уже как бы стали отступать, меньшие потери. Так, танков тоже меньше, +1, БТР, БМП 4. Да, уменьшились потери армии РФ, в отступление пошли. Беспилотников тоже мало, 1536 +5. Ну, в общем, 350 все равно немало, я скажу. Когда шли бои в начале, было 200, 250. Я смотрю, все равно уже 83, 460 погибших. Ну и вот еще россияне стали наезжать на Путина. Российские пропагандисты набросились на тактику Путина, недовольны, как он ведет войну, то есть или спецоперацию. Об ошибках Кремля заговорили в прямом эфире. В последнее время Кремль делает главную ставку на удары по энергосистеме Украины. Однако даже российская пропаганда заподозрили, что это неправильная тактика. Вот. Говорит, зачем бить про энергосистеме, когда надо воевать, идти в наступление. И вот они пишут, типа, что понятно, что это приведет к ослаблению ВСУ, типа, ничего это не приведет. Вот, в свою очередь, советник главы Антон Геращенко заявил, что даже Геббельс ТВ заподозрили, что это неправильная тактика. Ведь все-таки нужно сражаться на поле боя, а не терроризировать мирное население. Да. И правильно здесь пишут эти российские пропагандисты. Зачем вы обстреливаете эту Украину, эти мирные дома? Все равно, говорит, во время даже этой Отечественной войны была война без электричества. Какая разница, будет там в Украине свет, не будет этого света. Все предыдущие войны велись без всякого электричества. Понятно, что это приведет типа к ослаблению, но толку? Говорит, им нужно, говорит, побеждать на поле боя. А смысл этой войны, если они просто обстреливают, допустим, украинский, допустим, город, вот, Николаев. Ну что, он обстреляет, там, ну упадут несколько ракет, ну да, дома повредят. А смысл-то? Они отступают, они кричат, мы-то терпим поражение, мы уже потеряли, россияне считают, вот тут Херсонскую область, почти Херсон был уже Россия, территория России, а вдруг все потеряно, а почему так, а Путин виноват, у нас каждый день отступление по всему фронтам, так скоро мы вообще потеряем это, типа и Донецк, Луганск они уже запищали тут, и вот тут борьба идет за Северодонецк, Краматорск, Лисичанск, говорю, что это такое, почему вы не стреляете ракетами туда, типа, обстреливаете мирные города? Ну, говорю, вот такая тактика, говорю, непонятная. Ну, мне понятно, просто геноцид украинского населения мирного и все. И Путину важно вот это вот, настраивать два народа, российский и украинский, друг на друга, чтобы были злейшими врагами. А ему, честно сказать, настраивать на этот, извиняюсь, выражение Херсон, хотел типа наступать, потом все провалилось. Он вообще до фени ему хоть вообще тут все потеряет. Крым, да, он будет до последнего биться. А это все территория, говорю, Путину это, говорю, от слова до фени все. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.